Здравствуйте! Сегодняшний наш рассказ о египетском хлопке, древнем сокровище, которое известно своей непревзойденной качественной пряжей и уникальными свойствами. История этого растения тесно переплетена с культурой и экономикой Египта на протяжении многих веков. В этом видео вы узнаете, почему он считается одним из самых ценных видов хлопка в мире и почему его так часто подделывают. Одну нить хлопка практически невозможно рассмотреть, но когда из этих нитей, созданных с использованием египетского хлопка, получают полотно, то оно может стоить более $900. Ткани, сделанные из египетского хлопка, считаются синонимом роскоши, поэтому при покупке изделий нужно быть внимательным, так как иногда бывает, что вещь может быть вообще сделана не из египетского хлопка. По оценкам Ассоциации хлопка Египта, в 2016 году 90% продукции, имеющей маркировку «египетский хлопок», на самом деле оказалась поддельной. И по прошествии 8 лет проблема не исчезла. Итак, что же отличает настоящий египетский хлопок и почему он такой дорогой? Египетский хлопок – это длинноволокнистый вид хлопка, который традиционно выращивается на берегах Нила. Он известен своими выдающимися тактильными свойствами, такими как гладкость, бархатистость и роскошный внешний вид. Именно здесь, в дельте реки Нил, начинается процесс производства настоящего египетского хлопка. И хотя хлопок выращивается по всему Египту, хлопок высочайшего качества получают только на этих плодородных равнинах. Из цветов хлопчатника образуются коробочки хлопка, внутри которых находятся семена, покрытые волокнами. При созревании коробочки начинают растрескиваться, что позволяет собирать хлопок. Каждая коробочка состоит из сотен тысяч волокон, которые представляют собой истинную ценность. Хлопок является одной из главных культур египетских фермеров, так как отличается своим высоким качеством волокна. Многие фермеры выращивают хлопок всю свою жизнь, от юношества до старости. В основном выращивают два сорта египетского хлопка высочайшего качества. Это Гиза 92 и Гиза 45. Эти сорта выращиваются на небольших участках дельты Нила, расположенных рядом со Средиземным морем. Этот длинноволокнистый египетский хлопок отличается особой тонкостью и качеством волокна. Он ценится за свои уникальные свойства и широко используется в текстильной промышленности. Производство египетского хлопка является кропотливым и долгим процессом, включающим в себя собирание хлопковых коробочек, очистку и вычесывание хлопка, а затем мерсеризацию для улучшения качества ткани. В Египте рабочие собирают хлопок только вручную. Это связано с тем, что ручной сбор хлопка обеспечивает высокий уровень чистоты сырья. И хотя это медленнее, чем сбор урожая машиной, зато метод позволяет бережно собирать хлопок, сохраняя целостность волокон и предотвращая их разрушение, что может произойти при механическом сборе. Благодаря этому процессу получается хлопок высочайшего качества. Также ручной сбор хлопка позволяет тщательно отбирать зрелые волокна, что является еще одним фактором, способствующим высокому качеству египетского хлопка. Материал из этого хлопка делает его одним из лучших в мире, обладающим прочностью, износоустойчивостью, долговечностью и способностью сохранять свою структуру и цвет даже после многих стирок. Египетский хлопок используется при пошиве постельного белья и в других изделиях, которые требуют высокого качества и комфорта. Сборщики собирают от 15 до 20 килограммов в день. Но что же делает этот хлопок таким уникальным? Это вряд ли можно увидеть невооруженным глазом. Это так называемый длинноволокнистый хлопок. Длинноволокнистый хлопок отличается от других видов хлопка, таких как коротковолокнистый и средневолокнистый, своей длиной волокна, которая составляет от 45 мм и выше. Этот тип хлопка является эталоном сырья для качественного текстиля, так как его длинные и однородные волокна делают нить прочной и качественной, а ткань – тонкой, легкой и мягкой. Длинноволокнистый хлопок обладает рядом преимуществ перед другими видами хлопка. Ткани из длинноволокнистого хлопка обычно отличаются приятной внешностью, легким блеском, гладкостью и высоким уровнем комфорта.
Большая часть хлопка в мире производится из растения Gossypium hirsutum, также известного как нагорный хлопок. Нагорный хлопок – это значимая сельскохозяйственная культура, обеспечивающая 90% мировых потребностей в хлопке. Он настолько дешев и доступен, что из него делают 75% бумажных денег в США. Но сверхдлинноволокнистый хлопок, который также называют барбадосским хлопчатником, является уникальным видом, на долю которого приходится примерно лишь от 2,5 до 4% мирового производства. Он чувствителен к количеству осадков и морозу, однако способен выдерживать температуру от 15 до 38 градусов Цельсия. Волокна, получаемые из этого хлопка, называются штапельными. Они длиннее и сильнее, чем волокна из нагорного хлопка. При скручивании длинных волокон получается более мягкая и прочная нить, а ткани из них значительно тоньше. По этой причине даже необработанный египетский хлопок может стоить в 2-3 раза больше, чем стоит нагорный хлопок. Несмотря на это, на бесчисленных этикетках можно прочитать «египетский хлопок». Но эксперты уверенно говорят, что такого быть не может, просто цифры не сходятся. Ведь если посчитать, то Египет производит менее 1% всего производства хлопка в мире. А это значит, что в Египте выращивается недостаточно хлопка, чтобы массово производить высококачественные изделия. Все чаще египетский хлопок изымается из магазинов. Так, в 2016 году американские компании Target и Walmart, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, отказались от поставок простыней из египетского хлопка после заключения договора со своим поставщиком Wellspun, так как изделия оказались поддельными. Выяснилось, что Wellspun не использовала настоящий египетский хлопок почти 2 года. Сегодня многие продавцы в интернете говорят, что в продукте используется египетский хлопок, хотя в нем его вообще может не быть, как, например, этот набор простыней за $25 от Amazon с надписью «Роскошные египетские простыни», хотя написано «Используется ткань из микрофибры». А в этом комплекте простыней от Walmart в названии указано, что это 100% египетский хлопок, но в описании написано, что это 100% полиэстер. Когда потребители обратились к Walmart за разъяснением, компания сразу удалила эту страницу продукта. В таких условиях потребителям очень важно научиться распознавать подделки. Производители, которые работают с настоящей продукцией, тщательно отслеживают всю сложную цепочку поставок своего хлопка. Сбор хлопка на полях – это только начало превращения семян в готовый продукт. Сначала рабочие джиннируют хлопок, чтобы механически отделить семена от волокон и удалить весь мусор. В процессе джиннирования хлопка-сырца используются специальные рабочие органы, такие как валичный джин, для разделения волокон. Чтобы обеспечить эффективное джиннирование, хлопок обычно предварительно очищается неагрессивными очистителями. Повышенная влажность хлопка может негативно сказываться на качестве и внешнем виде волокна, а также на процессе джиннирования. Затем хлопок упаковывают в тюки, которые весят около 220 кг. Из одного такого тюка можно сделать более 200 пар джинсов. Когда рабочие вытаскивают хлопок из тюка, он пребывает в полном беспорядке. На этой фабрике несколько машин очищают, прочесывают и выравнивают каждое пушистое волокно. Затем хлопок скручивают в толстую прядь. Такая толстая пряжа называется лентой и представляет собой одну из скрученных нитей, образующих пряжу. Количество прядей влияет на прочность, равномерность и толщину пряжи. Специальные машины растягивают полоску, делая ее все тоньше и тоньше. Затем полоски сматываются вместе. Предельно-крутильная машина служит для получения фасонной пряжи. Полученная пряжа выглядит очень тонкой, и она гораздо прочнее хлопка из тюка. Она равномерно наматывается на бобину. Несмотря на то, что сбор урожая сверхдлинноволокнистого хлопка в стране ведется вручную, его прядение и ткачество осуществляется с помощью машин. Гигантские ткацкие станки быстро превращают тысячи нитей в самые разнообразные ткани. Рабочие внимательно наблюдают за работой механизмов и быстро устраняют любые поломки.
Длинноволокнистый хлопок используется в основном для производства постельного белья, а также для изготовления некоторых вещей для детей. Маркетологи фабрики анализируют рыночные тенденции, определяют целевую аудиторию и выявляют потребности клиентов, чтобы разрабатывать ткани, которые будут соответствовать их ожиданиям и потребностям. В зависимости от назначения продукции могут использоваться различные сорта египетского хлопка. Разница может быть в длине волокон хлопка, а также его цвете. Сорт хлопка Гиза 95 имеет сливочный цвет, а цвет сорта Гиза 92 гораздо более белый. Также длина волокон у сортов Гиза 92 и 86 больше, чем длина у сорта Гиза 95, поэтому они также, как правило, дороже. Менеджеры фабрики отправляют производимое постельное белье многим компаниям в Европе. Самые дорогие простыни фабрики стоят от 600 до 800 долларов. Даже у менее дорогих розничных продавцов простыни из египетского хлопка обычно стоят более 200 долларов. Именно репутация и высокие цены на продукцию привели к появлению бесчисленного количества подделок. Ассоциация хлопка Египта, некоммерческая ассоциация, управляет и продвигает зарегистрированный товарный знак с логотипом Egypt Cotton. Она позволяет одобренным компаниям использовать свой логотип, однако система далеко не идеальна. Компания Wellspun, которая упоминалась ранее и от услуг которой отказались в 2016 году, также использовала этот логотип. Сегодня некоторые отрасли хлопковой промышленности используют ДНК-тестирование для улучшения прослеживаемости. Применение ДНК-меток и технологии светодиодов позволяют повысить прослеживаемость цепей поставок, включая транспортно-логистическое обслуживание на этапе доставки товаров от производителей до конечных потребителей. Однако эксперты признают, что тестирование пока не получило широкого распространения. По-прежнему для отслеживания движения хлопка по все более сложной цепочке поставок в большинстве случаев используются бумажные документы. Подделки способны нанести вред хлопковой промышленности Египта, равно как и конкуренция со стороны длинноволокнистого хлопка, выращиваемого в других местах, например, хлопок сорта Пима из США. И все же будущее хлопковой промышленности Египта зависит не только от этого. Есть и другие, и более глобальные проблемы. Одна из проблем – это изменение климата, что может серьезно повлиять на возможности выращивать хлопок в стране. Вторая проблема связана с доступностью воды, ведь хлопку требуется большое количество воды. Недостаток воды ограничит возможность расширения выращивания большего количества хлопка и производства хлопковой ткани. С этими проблемами все чаще сталкиваются местные фермеры. Потепление привело к тому, что если в прошлом хлопок созревал 8 месяцев, то теперь для созревания достаточно 6 месяцев. Все эти факторы способствуют тому, что египетский хлопок, а также хлопок, выращиваемый по всему миру, будет становиться все дороже. Так как же купить настоящий египетский хлопок и не быть обманутым? Прежде всего нужно смотреть на цену. Если комплект простыней, заявленный как стопроцентный египетский хлопок, стоит всего 25 долларов, то это, скорее всего, подделка. Кроме того, нужно найти логотип Ассоциации хлопка Египта, внимательно рассмотреть товарный знак и прочитать описание продукта. Нужно понять, что действительно этот продукт содержит длинноволокнистый хлопок, или это просто хлопок египетского качества. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!